парфюмерный гардероб. Какие ароматы носит Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Анджелина Джоли и другие звезды? В 1960 году Мэрилин Монро сказала в интервью американскому журналу Marie Claire: «Знаете, мне всегда задают вопрос, что вы носите в постели? Только верх от пижамы? Или низ? Или вы спите в пеньюаре?» А я ответила: «Я ношу лишь Chanel номер 5». Эта легендарная фраза стала не только одной из самых популярных цитат актрисы, но и сделала ее негласным символом аромата. Спустя 50 лет после смерти Кеннеди стала официальным лицом этого Chanel номер 5. В нашем материале вы узнаете, какие парфюмерные композиции не покидают туалетные столики Кэти Перри, Анджелины Джоли и других звезд. Спойлер: и это ароматы далеко не только тех брендов, с которыми у них подписан контракт. Блейк Лайвли уже давно предана марке Gucci, поэтому неудивительно, что практически во всех интервью актриса признается в любви аромату Gucci Premier, лицом которого, собственно, и является. Однако у звезды есть еще один неочевидный фаворит – Alella Sexy Little Things, Victoria's Secret. Композиция состоит всего из 3 нот – мандарин, вишня и ваниль, такой классический десертный аромат. Меган Маркл обожает духи настолько, что если забывает ими воспользоваться перед выходом из дома, то всегда возвращается. Я люблю чередовать ароматы, поэтому фаворитов у меня несколько. Это Chotti d'Azur от Aribe, дебютный унисекс-аромат от известной марки по уходу за волосами, а также бутылочки летнего колокольчикового Wild Blue и свежего морского от Sagi Ampersand Sea Salt от Ямалоне, обмолвилась как-то экс-актриса. К слову, для свадьбы Меган с принцем Гарри был создан эксклюзивный унисекс-аромат от знаменитого парфюмерного дома Флорис Лондон, который является поставщиком британского королевского двора с 1820 года. В 2011 году марка разработала аромат Wedding Bouquet для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также ежегодно выпускает аромат в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Гвинет Пэлтроу. Вы наверняка думаете, что Гвинет Пэлтроу пользуется исключительно органическим маслом пачули, однако в интервью британскому Glamour актриса призналась, что поет дифирамбы аромату Nuit Parfum, Boss. На мой взгляд, Nuit Parfum, Boss – очень чувственные, женственные духи. Благодаря своей неимоверной соблазнительности и в то же время элегантности они идеально подходят для вечерних выходов, считает звезда. Неудивительно, что Гвинет много лет была лицом парфюмерной композиции. Анджелина Джоли, актриса, 2 десятилетия назад выбрала любимый аромат и до недавнего времени ему не изменяла. Несколько лет назад эти духи были сняты с производства, поэтому личные помощники Анджелины теперь скрупулезно ищут их для нее на eBay. Речь о композиции Blush Vulgare. Это унисекс-аромат с нотами кожи, ванили, сандала, амбры и дубового мха. Когда редкий аромат все-таки не удается найти,
Джоли использует в качестве замены Чаролина Эрера Чаролина Эрера с аккордами туберозы, ландыша, абрикоса и белого кедра. Кейт Миддлтон, как и многие британки, Кейт обожает моноароматы лондонского парфюмерного дома Эмилони. По ее просьбе свечицы этой цветочно-цитрусовой парфюмерной композиции зажгли в Вестминстерском аббатстве в день ее свадьбы с принцем Уильямом, а сама герцогиня надушилась ароматом флер-д'оранжа. Также у Кейт в почете бренд Эль Кабинет, и мы сейчас не только про обувь этой марки. В феврале 2018 года компания выпустила свой первый аромат, Signature в красивом винтажном флаконе в стиле арт-деко, который покорил сердце Миддлтон. Композиция пахнет розой, жасмином, иланг-илангом, цитрусом, мускусом и амброй. Эшли Олсен. Выбор Эшли Олсен ожидаемо пал на творение французского бренда Dior. Боис Д'Аргент относится к унисекс ароматам, такой мягкий и уютный. В нем сплелись нотки риса, ванили и мускуса, оттеняемые ягодами можжевельника и древесными аккордами. Все это великолепие покоится в лаконичном флаконе, разработанном самим Эдди Слиманом. Муреть Мусчелогне, L'Artisan Parfumeur, второй любимчик Олсен. Это парфюмерная композиция, смесь сладкой ежевики, свежего базилика, сочных апельсинов и мандаринов, мускуса и дубового мха. Кейт Босуорт, актриса, утверждает, что мечтает познакомиться с Беном Гархэмом, основателем нишевого бренда Бреда. Все ароматы марки такие красивые, сложные, сексуальные и одновременно невинные. Они такие многогранные. Я настоящая фанатка этих запахов, особенно композиции «Гипс» и «Отер», говорила Кейт в одном из интервью. Цыганская вода – это микс ванили, ладана с перцем, еловых веток и бергамота. Особую пикантность придает лимонная кислинка. Эмма Стоун. Эмма Стоун – настоящий приверженец классики. Она уже много лет отдает предпочтение цветочному аромату Гарденя, Chanel, который был впервые выпущен в 1925 году. С тех пор композиция практически не изменилась, все та же сладковатая гардения, тубероза, жасмин, нотки зелени, сандала, пачули и мускуса. Актриса говорит, что неизменно берет флакон этих духов, отправляясь в путешествие. Я всегда брызгаю уголок подушки любимым парфюмом, когда нахожусь далеко от дома. Так я чувствую себя уютно и быстрее засыпаю. Кэти Перри. Ангель, Термуглер, в свое время произвел настоящую революцию в мире парфюмерии. Среди почитательниц аромата с уникальной молекулой этилмальтола, нотами ликера и карамели, Джерри Холл, Бейонсе, Николь Кидман, Мила Йовович, а Скарлетт Йоханссон рассказывает, что она пользовалась ароматом каждый день, когда ей было всего 10 лет.
со звездным флаконом не расстается и Кэти Перри. «Я не люблю ароматы, которые выдают твой возраст, дескать, о, этот молодежный, а этот для пенсионеров». Я искала запах, который говорил бы не о возрасте, а о характере. «Для меня это ангель, Терра Муглер», — говорила в одном из интервью певица. Виктория Бекхэм Royal Water, чреет. Это свежая, пикантная цитрусовая вода, серая амбра и мускусный шлейф. Этот парфюм был создан в память о принцессе Диане и сейчас является must-have'ом для Виктории Бекхэм. Недавно у дизайнера появился новый любимчик, Роом Сервичи, Вильям Парфумерия. Звезда описывает его одним емким словом – супершик. В нем преобладают мускусные ноты вперемешку с деликатными цветочными аккордами. Кстати, супруг звезды, Дэвид Бекхэм, тоже является поклонником этой марки и обычно благоухает Авентус с мужественными нотами пачулей, кедра, сочного ананаса, черной смородины и красных яблок. Лив Тайлер: каждый день минимум 5 человек спрашивают, какими духами от меня пахнет. «А ведь я ношу один и тот же парфюм уже много лет», — говорила Лив Тайлер. Вы будете удивлены, но этим ароматом является муск, С. Абигейл, стоимостью всего $15. Актриса наносит его на запястье, за уши и вокруг пупка, чтобы флёр мускуса сопровождал ее целый день. Аманда Сейфрид любит ароматы свежие и несложно сочиненные. В интервью Vanity Fair актриса рассказывала, что на ее полочке в ванной всегда стоит Яу Парфуме Аут Верт, Булгари с базовой нотой зеленого чая. Кейт Бекинсейл парфюм Липстич Красят Фредерич Мали напоминает мне о маме, о том, как она целовала меня в детстве перед сном, говорила актриса. Фото gettimax.ru. Архивы пресс-служб.